Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле находится в миске у кошки вашего ветеринара? Вы приходите на прием, оплачиваете счета за дорогие лечебные корма и уходите с уверенностью, что только специализированная диета из красивого пакета способна поддерживать здоровье вашего питомца. Но правда, которую большинство владельцев игнорируют, заключается в том, что ветеринары решают до 90% повседневных проблем своих кошек с помощью простых, натуральных продуктов, которые уже есть на вашей кухне. Самое удивительное, что эти продукты не секретные лекарства, а обычная еда, которую мы часто выбрасываем или даже не рассматриваем как полезную для хищника. Сегодня мы раскроем этот список и узнаем, как врачи на самом деле используют человеческую еду для своих собственных кошек. Мы разберем все, от секрета блестящей шерсти до хитростей с лишним весом и здоровьем почек. Мы погрузимся в 17 продуктов, которые станут вашим секретным оружием. Досмотрите до конца, потому что последний пункт – это единственный растительный продукт, который ветеринары используют, когда все остальное под запретом. 1. Приготовленный лосось. Без специй. Это тот самый продукт, о котором ветеринаров спрашивают чаще всего, но о пользе которого в домашних условиях говорят меньше всего. Если вы посмотрите в миски кошек самих ветеринаров, вы увидите там обычный отварной лосось чаще, чем любой другой пункт из этого списка. Секрет кроется в омега-3 жирных кислотах. Их концентрация в лососе настолько высока, что всего пара столовых ложек 1 или 2 раза в неделю способна визуально изменить состояние шерсти, которая стала сухой, шелушащейся или начала выпадать сильнее обычного. Но здесь есть критически важные правила. Лосось должен быть полностью приготовлен, очищен от костей и не содержать приправ, масла или жареной корочки. Никогда не давайте его сырым или копченым. Оба варианта несут реальные риски для здоровья. Если ваша кошка привередничает, попробуйте подать его теплым, а не холодным. Тепло высвобождает больше запаха, а именно запах убеждает кошку попробовать что-то новое. 2. Зеленая фасоль. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что ваша кошка, имеющая лишний вес, продолжает выпрашивать еду каждый час? Она не сломалась, она просто ест пищу, которая быстро переваривается и не дает длительного чувства сытости. Ветеринары используют простую хитрость для своих склонных к полноте питомцев. Обычную зеленую фасоль, приготовленную на пару и мелко нарезанную. В ней практически нет калорий, зато очень много воды и клетчатки. Столовая ложка, добавленная в основной прием пищи, увеличивает объем порции и время жевания, не добавляя лишнего жира. Многие ветеринары используют этот трюк вместо того, чтобы просто урезать порцию корма и слушать голодные крики кошки всю ночь. 3-4 раза в неделю, и вы заметите разницу. Если кошка выбирает кусочки фасоли из миски, просто измельчите ее так мелко, чтобы она полностью растворилась во влажном корме. Это самый дешевый инструмент для управления весом, который никогда не попадет на этикетку диетического корма. 3. Тыквенное пюре натуральное. Многие относятся к волосяным комочкам как к неизбежной шутке, но на самом деле частые срыгивания и твердый стул – это две стороны одной проблемы – нехватки клетчатки для продвижения пищи по кишечнику. Вместо гелей от шерсти, которые часто перегружены сахаром и ароматизаторами, ветеринары добавляют в еду своих кошек обычную консервированную тыкву. Важное примечание – это должна быть чистая тыква, а не начинка для пирога со специями. Всего пол-чайной ложки несколько раз в неделю – это вся необходимая доза. Если давать больше, можно вызвать обратную проблему – диарею. Если ваша кошка подозрительно относится к новой текстуре, заморозьте капли тыквенного пюре в лотке для льда и предложите их как лакомство кошке. Часто слизывают их с удовольствием. Тыква работает вместе с кишечником, помогая естественному транзиту, а не просто смазывает то, что застряло. 4. Печень, куриная или говяжья.
Посмотрите на шерсть вашей кошки прямо сейчас. Если она тусклая, неопрятная или слегка жирная, несмотря на премиальный корм, проблема может быть не в уходе, а в дефиците витаминов А и В12. Печень восполняет этот пробел быстрее, чем любая добавка с полки магазина. Хотя многим говорят, что субпродукты – это слишком много для домашней кошки, ветеринары знают секрет. Кусочек отварной печени размером с горошину 1 или 2 раза в неделю творит чудеса. Просто мелко нарежьте ее и смешайте с влажным кормом, которому кошка уже доверяет. Главное не переборщить, иначе полезное лекарство превратится в проблему. Именно благодаря этой горошине кошки ветеринаров часто выглядят так, будто только что вышли из груминг-салона, хотя никогда там не были. 5. Несоленый костный бульон. Когда вы в последний раз видели, чтобы ваша кошка выпила полную миску воды? Скорее всего, вы не можете этого вспомнить. Это биология. Кошки произошли от пустынных охотников, которые получали большую часть влаги из добычи, и этот низкий порог жажды перекочевал прямо в вашу гостиную. Это одна из причин, по которой болезни почек так часто диагностируются после 10 лет. Ветеринары меняют эту математику с помощью обычного несоленого костного бульона. Слегка подогрейте его и предложите небольшую порцию раз в день или добавьте в сухой корм. Кошка, которая игнорирует воду, выпьет бульон, даже не осознав, что она восполняет запас жидкости. Правило безопасности здесь жесткое. Никакого лука, никакого чеснока и никакой соли, только мясо и вода, вываренные до предела. Ветеринары, наблюдающие рост почечных показателей у пациентов, держат порцию такого бульона в своей морозилке как ежедневную привычку, а не как лекарство. 6. Яичница, болтунья, без соли и масла. Кошка, которая отказывается от еды целый день, не просто капризничает, ее организм не приспособлен к голоданию так, как наш, и один плохой день может превратиться в экстренную медицинскую ситуацию. Когда кошка возвращается домой после стрессового визита в клинику или операции и отказывается от своей привычной миски, ветеринары часто готовят ей обычное яйцо. Никакого масла, никакой соли, подавать только в теплом виде и только в те дни, когда аппетит действительно упал. Тепло здесь важнее, чем кажется. Холодная еда почти не пахнет, а запах – это основной фактор, убеждающий кошку начать есть. Несколько кусочков мягкого, сильно пахнущего яйца могут стать тем самым мостиком, который заставит кошку снова есть самостоятельно. 7. Черника, размятая. Ваша кошка начала бесцельно смотреть в стену или забывает, где находится лоток в комнате, где она жила годами. Мы часто списываем это на старость, но на самом деле это ближе к туману в мозгу. Когнитивные нарушения у пожилых кошек проявляются так же, как и у людей. Ветеринары добавляют 2-3 размятые ягоды черники во влажный корм пару раз в неделю. Черника нагружена антиоксидантами, которые нацелены на повреждение клеток, стоящие за этим процессом. Целые ягоды здесь не сработают, кожица слишком твердая, и текстура оттолкнет кошку. Разомните их в пасту. Это не вернет молодость, но поможет кошке оставаться острой и внимательной чуть дольше. 8. Отварная куриная грудка. Когда у кошки случается расстройство желудка, рвота или отказ от еды, инстинкт владельца часто подсказывает паниковать и полностью менять корм. Ветеринары сначала пробуют нечто гораздо более простое – обычную отварную куриную грудку, мелко измельченную. В ней мало жира, она легко усваивается и не нагружает кишечник, который и так борется с проблемой. Если кошку слишком тошнит для полной порции, предложите несколько волокон с руки, это временная диета максимум на день или 2. Если за это время состояние не стабилизируется, это повод для реального визита к врачу, а не для кухонных решений. Но простая курица, готовая к использованию, делает больше реальной работы, чем многие специализированные лечебные формулы. 9. Натуральный йогурт с живыми культурами. Вы наверняка слышали, что кошкам нельзя давать молочные продукты. И в большинстве случаев это правда.
После котячьего возраста кошки теряют способность правильно переваривать молоко. Но есть одно узкое окно исключения, которое используют ветеринары период сразу после курса антибиотиков. Антибиотики уничтожают бактерии в кишечнике вместе с инфекцией, и натуральный йогурт с живыми активными культурами помогает восстановить микрофлору. Никаких фруктов, никаких подсластителей, только чистый йогурт. Чайная ложка раз в день в течение недели после окончания курса антибиотиков – это вся доза. Если кошка подозрительна, капните немного йогурта на лапу. Она слижет его в силу привычки к чистоплотности. 10. Сардины в воде без соли. Вы заметили, что ваша кошка стала медленнее запрыгивать на поверхности или делает паузу перед прыжком, который раньше совершала, не задумываясь? Это не лень, это суставы, которые начинают болеть, а кошки-эксперты в скрывании боли. Сардины, упакованные в воду без добавления соли, содержат один из самых высоких уровней омега-3 среди всех продуктов. Омега-3 напрямую связаны с уменьшением воспаления в суставах. Половина сардины 1 или 2 раза в неделю, размятая в регулярный корм, это мощная поддержка. Мягкие кости внутри безопасны и дают дополнительный приток кальция. Тщательно разминайте рыбу, чтобы привередливая кошка не могла выбрать только привычные кусочки. 11. Овсянка без добавок. Лишний вес у кошек часто связан с тем, что коммерческие корма перегружены наполнителями, из-за которых кошка снова чувствует голод уже через час после еды. Обычная овсянка, сваренная на воде без сахара и соли, содержит достаточно клетчатки, чтобы кошка чувствовала себя по-настоящему сытой, а не просто набитой едой. Кроме того, у овсянки более низкий гликемический индекс, чем у большинства сухих кормов, что критически важно для кошек, склонных к диабету. Начните с нескольких зерен, постепенно доводя до 1 столовой ложки пару раз в неделю. Это дешево, просто и работает лучше многих диетических линеек из магазина. 12. Отварная индейка без специй. Если ваша кошка постоянно чешется, а ее кожа выглядит раздраженной, прежде чем винить блох или погоду, ветеринары часто пробуют сменить источник белка. Приготовленная индейка достаточно отличается от курицы, чтобы сработать как тест на пищевую чувствительность без перехода на дорогие рецептурные диеты. Мелко нарежьте ее и смешивайте с едой 2-3 раза в неделю, внимательно наблюдая за состоянием кожи в течение месяца. Для пожилых кошек, теряющих мышечную массу вдоль позвоночника, индейка также служит отличным источником нежирного белка. Это тот скучный первый шаг, который ветеринары предпринимают до того, как лечение станет дорогим. 13. Приготовленная морковь размятая. Пожилые кошки могут терять уверенность при прыжках в темноте или начать оступаться на лестнице ночное зрение. У них угасает так же, как и у людей. Небольшое количество приготовленной и размятой моркови 1-2 раза в неделю поставляет бета-каротин, поддерживающий зрение. Здесь важна дозировка. Всего 1 чайная ложка пюре, смешанная с любимым кормом. Сырая или крупно нарезанная морковь – это и риск удушья, и текстура, которую кошки отвергают. Морковь не вернет уже потерянное зрение, но поможет поддержать то, что осталось. 14. Арбуз без косточек. Не каждая кошка примет костный бульон, как бы вы его ни подавали, а в жаркий день обезвоживание – это огромная проблема. Мякоть арбуза без косточек и без корки более чем на 90% состоит из воды. Она достаточно сладкая, чтобы привлечь кошек, которые игнорируют все мясные способы гидратации. 2-3 небольших кубика пару раз в неделю этого достаточно. Не давайте больше, так как натуральный сахар может навредить, особенно если у кошки есть лишний вес. Держите арбуз подальше от корок и семян, так как они вызывают серьезные проблемы с пищеварением. 15. Белая рыба, треска или тилапия, лосось подходит многим, но для кошек с чувствительным кишечником или панкреатитом он может быть слишком жирным. В таких случаях ветеринары заменяют его на отварную белую рыбу.
Она дает белок и часть омега-3 без той жировой нагрузки, которая делает лосось или сардины проблемой для нежного желудка. 1 или 2 раза в неделю небольшая порция теплой белой рыбы поможет поддерживать шерсть в порядке, не вызывая расстройств. Никто не рекламирует скучную рыбу, но ветеринары все равно тянутся к ней в специфических случаях. 16. Креветки, приготовленные, кошка, возвращающаяся после чистки зубов или удаления зуба, испытывает боль во рту и не хочет грызть сухой корм. Полностью приготовленные креветки, без хвоста, панциря и приправ, мягкие и обладают сильным запахом, способным привлечь кошку, которая избегает еды из-за дискомфорта. Это не еда на каждый день, а восстановительный рацион на период, когда само жевание является препятствием. Предлагайте мелко нарезанные кусочки пару раз в день в течение нескольких дней после. Процедуры. Как только кошка вернется к норме, в креветках больше нет необходимости. 17. Киноа, промытая и приготовленная. Когда кошка находится на строгой исключающей диете из-за аллергии, ее рацион может стать скудным. Приготовленная и хорошо промытая киноа – один из немногих растительных продуктов, содержащих полный набор аминокислот. Она служит безопасным наполнителем, добавляя питательности без введения белков, которые находятся под подозрением. Маленькая ложка киноа-2 3 раза в неделю добавит объема. Но помните, кошки созданы для мяса, а не для зерна. Это временная мера для периода диагностики. Этот список из 17 продуктов никогда не предназначался для того, чтобы оказаться в одной миске одновременно. Ни одной кошке не нужны все 17 позиций за одну неделю. Выберите 3 продукта, которые соответствуют потребностям вашей кошки прямо сейчас. Игнорируемая миска с водой, тусклая шерсть или вес, который не уходит. Напишите в комментариях свои 3 продукта и в какой день недели вы их даете, например, рыба по понедельникам или тыква по средам. Если вы не хотите составлять план сами, просто напишите слово «ротация», и я закреплю готовый 7-дневный план в топе комментариев. Сделайте это прямо сейчас, не пролистывайте мимо здоровья вашего питомца.